Доброго всем времени суток, с вами Texer. И очередная демка Autopsy Simulator. Ну, симулятор патологоанатома. Как говорится, нервно не смотреть. Я не знаю, насколько она реалистична, но тут была какая-то цензура, я ее выключил. Поехали. Да, игра чисто на лонгуаге. Не звоните мне больше. Это не мое дело. Играл на лонгуяге, либо на иероглифах. Выбирайте, что нравится. Записки. Это Кейт Брукс, репортер из Нью-Орлеанс Викли. Я не шла вас дома, я начинаю предполагать, что вы избегаете меня, мистер Ханман, по-моему. Тем не менее, как вы знаете, я не люблю писать, почерк как курица лапой. Чуть не хочу писать что-то по поводу вашей жены, достижений вашей жены, а мы должны поговорить об этом. После этой записки оставила вам мою визитку. Я надеюсь найти вас дома или в офисе. Бумага прозрачная. Ну ладно. А кто знал? Никто не знал. Вышел. Я молодец. Я молодец. Ну, оно тоже молодец. Ладно. Сейчас запустим. Пипец. Woodland Games, елки. Ладно, новая игра. Понял, не трогаю. Не трогаю. Все, отдали. Так. Положить. Все, я молодец. Oh shit. It's only Thursday. Что это такое? Увидимся, да, в пятницу. Aerosmith. Ted Game Stadium. Концерт Aerosmith пойти. Понял, фигня. Элис. Кто такая Элис? Кто такая Элис? Ну, я не вижу визиток никаких. Да. Как разбить этот круг? Ни хрена. Пойти в ванную. С таблетками. Я что, живу на работе? Ванная. Где мои лекарства? Где? Вот тут, где, елки. Жуткая биомасса какая-то там лежит. Все. Сейчас станет красивым и веселым. Дальше что? Зуб почистим? Нет. Окей. Запись студентов. Идти на склад. А где склад? Слушайте, я прям чую, куда идти. Это выглядит как свалка, а не как склад. Взять видеокамеру. Хрена себе у вас видеокамера, ладно. Пойти в комнату Autopsy. Покрашенно не входить. Покрашенно не входить. А что-то апгрейдить это что ли можно? Поставить камеру на трипод. Не тормозит, а тут объектов почти нету.
properly and... Начать запись. Oh, this should be fine. Хорошо. И November 21st, 1991. 21 ноября 91 года, 8:43 вечера. Скорее 9 вечера потрошит. Запись до медицинского студента в университете Миссури. Потрошим чувака такого-то, леди джентльмены. Что ты так быстро? Я не успеваю за тобой, чувак. Ладно. Посмотреть записи больного. Well, who do we have here today? И чё? Found on the outskirts of a parking lot near a gas station, where he often begged and insistently offered to clean the windows of cars that were leaving the station. The body was found in a dry field drain. A frequent cause of traumatic deaths among the elderly is the various types of accidents, including traffic accidents or falling down the stairs. The body was spotted by a station worker during the morning shift. At first, he thought that someone had thrown rain boots and a coat in a nearby ditch. It took him a moment to recognize a human body laying on its back. Signs of libation could be found around the dead body. Empty bottles, traces of an inept attempt to start a fire, and a scattered makeshift blanket. Ну, в общем, нашли его с заправки, он там, походу, намывал стекла на машинах. Чувак травмированный. Where he often begged and insistently offered to. The body was found. A frequent. The body was. It took him a signs of. Ну, в общем, он покоцанный, как будто упал с лестницы. Deceased is locally known as Old Toby, homeless and unemployed for at least a couple of years. He had gotten into fights and had been bullied by the problematic youth of the town. He was that type of a man who never kept up. Короче, из бомжей. Which caused him to be homeless. As a young man working in a suburban coal mine, most interesting. Different levels of alcohol poisoning happen among one, which may suggest what is important to note. Ну, короче, рассказывает, что у них там бывает с зомбаками, с бомжами и так далее. Белый мужчина, 76 килограмм, 5 футов, 8 дюймов. Не представляю, не имею сколько это в метрах. Тоби Чемберс. His wife ran away years ago. Local police have talked to residents, so we know more about the deceased. For example, that he loved drinking, and by no means was abstinent. Such clues can direct us to things that are worth keeping in mind during the autopsy. Все, короче. Еще что-нибудь? Ничего. Mention the rookie mistakes. Oh yeah, that's right. That's my warrant to sensify you for a few issues. First, due to the fact that in the process of revealing and securing forensic traces, interference that changes the primary condition happens. Короче. Then. Да сгиньте с диалогом. Where are the damn gloves? Найти и одеть перчатки. Пончики. И что, могу их съесть, да? Не могу. Так, хорошо. Перчатки. Где могут быть перчатки? Очки вот вижу. А вот перчатки. Now we can get to work. We're going to need the camera. It should be here somewhere. Так. Найти камеру. Что? Вот камера. Какую камеру-то найти? Ёлки. Must have left it in one of the drawers. Может быть, но, блин, где она? Фотоаппарат, наверное. Какие-то лекарства. Это не открывается. Очки не надо? Странно. Тут пилы всякие. Так, радио я не включу. Voice recorder. А я тут пришел. Камера в этой комнате. Блин, я не вижу. Я так понимаю, имеется в виду фотоаппарат. Камера. Не видишь камера? Не работает. Хорошо. Будет сделан тогда-то, тогда-то, типа, когда получится.
Ну и где камера-то? А, тут нет. Ну, как бы и не тут. Вот. Let's follow the procedure and prepare photo documentation. We must follow the top-down rule. Luckily, we don't have to take pictures of the clothes this time. We are only focusing on the body. Let's keep in mind it's all about the legibility, not the perfect frame. Before we start searching for traces on the deceased's body, we have to take a main picture that goes in the files. Топ-даун. Сверху вниз. Окей. Voila. Now we move on to the next step. Trace search. We're going to need better zoom here. We're going to need better zoom here. Well, you don't have to stand close to be. There's nothing left to say. А, найти у него повреждения, короче. We're going to need better zoom here. Ага. Оп. People affected by homelessness most often die from accidents, alcohol abuse, or they freeze to death. Unfortunately, both suicide and homicide are also quite common. Прицел вроде как вспыхивает на какое-то время, когда что-то находишь. Хрен его знает. Что еще тут? Оп! Ну, то, что в глаз дали, да. While taking the photos, some entries that could be potentially lethal caught my attention. Let's take a closer look using the magnifying glass. И... Tools. Клипборд. Что такое клипборд? А, возможная причина смерти. Блин, серьезно какая. Так. Пила. Увеличитель. Hand. That's something interesting. While making photographic documentation, ecchymosis can be seen on the deceased man's head. The appearance indicates the intravital nature of the wound. We'll come back later to see if everything is all right with the brain. An old wound that hadn't healed properly. It must have been some kind of burn. Был ранен и правильно вылечен. Nevertheless, it has nothing to do with the potential cause of death. Так. А, блин, светится же. I assume Toby must have worn uncomfortable and dinky shoes for quite a while. However, such wounds have nothing to do with his death. There are frostbite marks all over the deceased's body. Обморожение. On the tips of his fingers, they can be recognized by the very specific color of the skin. However, the hands tell us much more. What do we have here? Оп, написали. Ладно. Проверить. Помеченные места, нет? Нет. Шприц. I don't need this tool now. 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 Морожение. А что с ними делать? Wound that hadn't healed properly. It could be freezing to death. By the look of his feet, I assume Toby must have worn up. The condition of the head tells us it could have been a fatal accident. Обморожение и фатальное падение. Yeah,
The odor can be the result of Да, alcohol алкашка. intoxication. Дальше что? At this point, that's all I can do based on all traces on the body of the deceased. The Взять правую руку, inside should чтобы tell me продолжить. much more. Let's move back to the body. Now let's check the level of muscle tension. This will allow us to establish time of death. Let's raise the deceased's hand. Что надо сделать? И... And then let go. The stronger the rigor mortis gets, the greater the resistance from the muscles will be. As you can see, the hand falls loose. The rigor mortis has Это он already типа subsided. окоченение проверил, что ли? That the time of death stated in the files is correct. Странно. Оно странное. Let's grab a scalpel. Так, возьмите скальпель. Возьмем скальпель. You can boldly cut with the scalpel. It won't hurt him no more. Ага. We start from the neck. Ну, хотя бы знаю, что Move делать. down towards the symphysis pubis. The incision should be deep. Next, we separate the skin and prepare to remove the ribs. Так. А, руку надо. Окей. Денечку куда? Не, погоди. А с этой стороны? О. The adipose tissue has an intense yellow hue. As you probably already guessed, we're going to need the Взять. scissors. Кусачки. Убрал. Нормально. After removing both Блин, надеюсь, меня cartilage тут не and bone забанят. tissues, we are actually interested in two things that you can see at the very first glance. The lack of organ congestion means that, although the deceased was Так. cold, hypothermia wasn't the cause of death. Трахею. Легкие. Желудочек. Это, по-моему, кишечничек. We can eliminate freezing as the cause of death. Что-то надо с легкими сделать. А что эта фигня вылезла? Тоже мне. Так, проверить. И что я должен сделать? The deceased smoked like a chimney. Let's take a closer А, оно look. само? We see widespread black and tarry deposits caused by smoking cigarettes. Despite the tragic condition of the lungs, they are not the cause of death. Ну, короче, он много курил. О. Now we need to go grab the syringe. At this point, we need to test the level of blood alcohol Пробу крови concentration взять. of the deceased. We also collect the fluid from the deceased to determine the level of alcohol concentration in the vitreous. We move on to collecting blood from the heart. 5 milliliters from the left ventricle should do it. Now, we prick the bladder and draw about 10 milliliters of fluid. Вот микс. Ну, Keep in пошли. mind that you have to set the right time and speed on both Для knobs. анализа крови миксер, да. Our samples may break into pieces due to Надеюсь, настраивать эту дрянь не force if надо. we set up the wrong coordinates. I myself am terrible with numbers because I suffer from dyscalculia, which is why I always keep the appropriate coordinates at hand. Я не знаю, что с ним делать. Понял. Я не знаю, 50%. А чё она поед не стартует?
Он не стартует. Ёкарный бабай. На 100% встает. Ну и чего, будешь стартовать? Нет. Багуемся. Ну, по Е не стартует. Так. Выключатель на этой дряни я не вижу. А, возможно, надо выбрать как-то правильно. Я думаю, это правильно надо просто выбрать. Я не знаю как. А сколько надо выбирать-то? Напоминал какие-нибудь. Так, ты фотки уже налепил. Где хоть какие-то подсказки, ёкарный бабай? И чё? А как я пойму, что мне надо делать? Анатомия людей. Ну и... Как? Ладно, господа, тогда на этом все. Вот такой вот симулятор, черт возьми. Жмите, пишите. До новых встреч. Не уверен, что я буду в это играть, потому что, во-первых, он очень сильный симулятор. Во-вторых, тема мне не сказать, что прям офигенно интересно. Просто было интересно, что могли с этим сделать. Ну и общая забагованность, это, конечно, да. Я просто не знаю, что я должен с этим сделать. Ну вот. Все. Все упирается. Вот. Отцентрифугировать кровь надо. Но я это не могу сделать, потому что эта сволочь не включается. И мне неизвестно, какие параметры должны быть у этой штуки на запуске. Черт его знает. Подсказок нигде нет. Гуглить я вряд ли буду. Ну тут ничего. Возможно, можно взять человеческую анатомию книжку и там посмотреть. Ну, нет. Ничего не вижу такого. Там никакого руководства нет для чайников, нету. Да, блин. Ну, не знаю. Ну, все. Я, короче, не знаю, что тут дальше делать. Жмите, пишите. До новых встреч.